Итак, на завтрак у меня будет опять яичница скрамбл из 4 яиц целых. Я вот таким образом ее готовлю. Просто время от времени вот так вот перемешиваю, разламываю кусочки, чтобы они были маленькими. Мне очень понравилось вот этот вариант приготовления яичницы. Боже мой, иногда думаешь, яйца, всего лишь яйца, а сколько разных способов их приготовления. Я не особо, если честно, любитель яиц, но вот в таком виде мне более-менее еще нравится. Напишите в комментариях, какую яичницу или вообще какие яйца, в каком виде вы их больше всего любите. Также к яйцам у меня будет углеводная часть из 2 хлебцов, вот таких вот, вы их уже знаете. Здесь они с шоколадом, 60 калорий в одном хлебце. На хлебец я буду мазать арахисовую пасту. Я всегда удивлялась, почему американцы так любят арахисовую пасту. Я покупала в этих банках в супермаркете. Я не сказала бы, чтобы что-то там такое специфическое, прям вот так, чтобы наслаждаться ей. Но я не покупала настоящую peanut butter, honey с медом. Я не покупала. И вот вчера я купила такую баночку, которая довольно-таки вместительная, на фермерском рынке. Нужно быть, конечно, очень осторожным с такой пастой, но она настолько вкусная. Я уже просто заплевала соплями монитор своего фотоаппарата. Поэтому чайная ложечка на хлебец. То есть 2 чайные ложки, немного клубники, и я в день не ем больше, чем столовые ложки такой арахисовой пасты. Завтрак готов. Получились у меня вот такие очень миленькие хлебцы с клубничкой, с арахисовой пастой. Я добавила еще немножко корицы, 2 хлебца, скрамбл с 4 яиц, немного зелени. Буду сейчас кушать. Еще у меня вчера закончились все мои спортивные добавки в моей коробочке, где я обычно собираю все свои витамины, спортивные добавки. В общем, я покушаю, и мы потом вместе с вами соберем мою коробочку с спортивными добавками и пообщаемся о самых важных спортивных добавках, которые нужны абсолютно для всех девушек, и о дополнительных, которые нужны тем, кто уже профессионально занимается спортом и готовится к соревнованиям. Надеюсь, мое количество коробочек вас не пугает, но, ребят, хочу уточнить и напомнить, что я занимаюсь, можно сказать, наверное, спортом профессионально, потому что я готовлюсь к соревнованиям профессионально. И, естественно, у меня нагрузка очень серьезно идет на тренировках, питание, и это, естественно, большой стресс для организма. И организм нужно подпитывать всеми витаминами, необходимыми для того, чтобы он быстро восстанавливался, и чтобы вы не болели и так далее. Не буду пытаться спорить, что таблетки в баночках бывают иногда натуральнее, чем питание, которое вы можете найти в магазинах на прилавках. На сегодняшний день, к сожалению, это правда. Вчера у меня закончились мои витамины в моей коробочке, так что давайте ее сегодня вместе с вами соберем. Как вы видите, у меня здесь есть разные бренды, разные марки спортивного питания, разные виды. И сегодня я буду говорить вам по мере необходимости, начинать с самых необходимых добавок, которые необходимы девушке однозначно принимать, вот даже если вы не занимаетесь спортом. И первое, с чего я хочу начать, это с женских витаминов. Это первая и самая важная добавка, которую должны принимать все девушки. Сейчас я начала курс биокомплекса Ladies Formula, который, кстати, производится в США. И если вы выбираете витамины, старайтесь выбирать витамины специально для женщин, для вашей красоты и для вашей энергии. Я принимаю такую витаминку раз в день, поэтому я помещаю каждую витаминку в одну емкость моей коробочки. И такую витаминку я принимаю чаще всего утром вместе с едой. Витамины, вообще любые добавки важно принимать именно с едой, потому что если вы проснулись на голодный желудок и приняли какие-то добавки, витамины, жиры, неважно, это не очень будет хорошо для вашей пищеварительной системы, вас может тошнить, может быть не очень хорошее самочувствие, поэтому принимайте все добавки, витамины вместе с тем, как вы что-то едите. Конкретно эти витамины по моей просьбе привезла мне подруга из России, так что и заказывать их из США специально не нужно. Еще такой очень важный момент: все витамины необходимо принимать курсом. К примеру, 3 месяца вы их принимаете и 3 месяца делаете отдых от них. Видимый результат от витамин стоит ожидать примерно через месяц. Я только начинаю курс этих витамин Ladies Formula, так что если вам интересно, мне самой интересно, через месяц я могу снять вам свое мнение о этом продукте и о его эффекте. Как вы думаете, какая следующая важная добавка должна быть для девушек? Нет,
Это не протеин, это не L-карнитин и все, что вы там могли подумать, это жиры. Жиры обязательно должны быть ежедневно, не только в ваших продуктах, но и в дополнительных добавках. Жиры полез. К сожалению, я вам могу показать только омега-3, но если будет возможность у вас найти где-то в магазинах, в спортивном питании омега-3, 6, 9 через запятую, все полезные жиры, то берите именно вот этот комплекс 3, 6, 9. Так что я добавляю себе по одной капсуле жиров. Некоторые пьют 2 капсулы, но на мой вес этого будет достаточно. 1 капсула в день. Вы знаете, если бы я была бы на вашем месте, я, к примеру, не занималась бы профессиональным спортом, просто занималась для себя, для своего удовольствия, для своего здоровья, решила бы просто прикупить каких-то добавок, на этом я бы остановилась. Никакие протеины, ничего вам не нужно, если вы реально следите за вашим питанием. А если вы сомневаетесь в правильности и необходимых количествах микронутриентов и всего-всего-всего в вашем питании, то уже потом вы можете добавить себе протеин. Кстати, очень пахнет шоколадом. Прям реально захотелось шоколада. 1 порцию протеина я насыпаю в шейкер. И тут уже дальше пошел разговор о следующей добавке. Также к протеину я добавляю себе чайную ложечку глютамина. Глютамин необходим для того, чтобы предотвратить разрушение ваших мышц после тренировки. Всего лишь чайную ложечку добавляю. Он не имеет какого-то резкого запаха или вкуса, я его вообще не чувствую в этом протеиновом коктейле. Вы после своей тренировки в первые 20 минут, это очень важно сделать сразу же после вашей тренировки, выпиваете такой вот коктейль с вашим протеином. Вы можете добавлять просто протеин, это не обязательно. Вместе с какой-то углеводной частью, это может быть банан, это может быть какой-то батончик даже сладкий, после вашей тренировки. Это должно быть обязательно, это должно быть ваше правило. А если я не тренируюсь и у меня день отдыха, я все равно выпиваю этот коктейль, желательно в середине дня, для того, чтобы просто держать на уровне свой необходимый уровень белка в день. Поехали дальше по важности спортивных добавок. И после протеина я бы, наверное, добавила БЦА. БЦА, скорее всего, я бы добавила даже для тех, кто несерьезно тренируется, потому что это очень важная добавка. И протеин работает вместе с БЦА. Это как цемент и кирпичики. Вот я постоянно привожу в пример это, не знаю, эти кирпичики и цемент, но это реально работает именно так, это работает вместе. Если говорить о капсулах, то они, естественно, действуют с каким-то промежутком, то есть ее, допустим, я бы выпила за 40 минут до вашей тренировки. Но это такой вариант, когда вот вы забыли, допустим, ваше БЦА, поэтому я обычно кладу на всякий пожарный себе БЦА в свою коробочку с витаминами через день, тогда, когда у меня бывает моя тренировка. Я добавляю 2 таких скупа на 500 мл обычной чистой воды. Это жирные кислоты, которые не вырабатываются вашим организмом. Довольно часто я слышу, когда тренера советуют вот я спрашиваю, допустим, что бы вы посоветовали начинающим из необходимых спортивных добавок? Все говорят CLA. Поэтому я решила тоже попробовать. Здесь вот такие гигантские черные капсулы. Кстати, я всегда боялась глотать огромные таблетки, вообще любые таблетки. Но сейчас, конечно, я глотаю колеса каждый день, поэтому мне не привыкать, как бы уже все очень просто проходит этот весь процесс. Но раньше это было, конечно, очень смешно. Через день. Просто через день пропускаю ячейку. Если у вас какая-то проблема с костями, то обязательно добавляйте ваши витамины, витамин D. У меня здесь огромнейшая банка, в которой 320 таблеток. И, кстати, этот витамин D здесь не очень-то и дорогой, поэтому каждый себе может позволить. Если у вас проблемы с костями, витамин D. Если у вас проблема с коленями, суставами, с хрустами, обязательно жиры. Также, если, девушки, у вас есть проблема со сном, то я бы могла посоветовать вам вот такой вот продукт, который называется Beauty Sleep от Glamour. Очень хорошая добавка, которая содержит в себе мелатонин. И именно от этих витаминок, добавок таких у меня не то, что нет чувства привыкания, потому что я пила чистый мелатонин, добавочки, такие небольшие маленькие таблеточки. Я очень хорошо спала, я не помню, говорила ли я об этом или нет. Очень хорошо спала, прям действительно не было такого, что я там переспала, там не услышала будильник, нет. И как-то чувствовала себя не разбитой какой-то на утро. Но как только я
пару дней пропустила прием таких витаминок, я спала просто ужасно. Поэтому я когда бросила эту затею с мелатонином, потом я попробовала вот эти витамины этой фирмы, и они мне как-то даже больше понравились. Так что, если что, присмотритесь. И также есть вот такая еще у меня добавочка специально для ногтей и волос. Если вы следите за красотой ваших ногтей, волос, в общем, общим состоянием, чтобы они были живыми, насыщенными, то вот можете попробовать тоже такую добавку. Не думаю, что я буду добавлять свою коробочку с витаминами, что касается волос и ногтей, потому что у меня здесь есть комплексные женские витамины, у меня здесь есть жиры, что как раз помогает все это делать. Я вот добавлю, наверное, себе этот Beauty Sleep, чтобы спать и восстанавливаться хорошо, потому что, если вы не в курсе, мышцы, вообще вся регенерация, восстановление вашего организма происходит как раз во время сна, поэтому лучше будет, если вы будете спать хорошо. И последняя моя добавка на сегодня — это L-карнитин. Я очень хочу уточнить, что я L-карнитин употребляю не с целью жиросжигания, он не работает таким вариантом, если вы не работаете. Я употребляю L-карнитин для поддержки моего сердца, потому что тренировки у меня тяжелые, если вы следите за ними, и поддержка сердца очень важна, и вообще энергия для этих тренировок. Поэтому вот такой вот жидкий L-карнитин, я советую именно жидкий L-карнитин, потому что в том же случае, как и БЦА, жидкий L-карнитин, он быстрее действует. Где-то за 30-40 минут до своей тренировки я добавляю столовую ложку L-карнитина в какую-то маленькую чашечку, добавляю туда же тоже столовую ложку обычной воды, размешиваю, чтобы было 1 к 1, выпиваю, и у меня есть энергия, я знаю, что мое сердце будет в порядке на моей серьезной тренировке. В каждой емкости у меня где-то 6, где-то 4, где-то 5 добавок, потому что я не в каждой, если вы помните, помещала какую-то добавку, но обычно я съедаю с завтраком и с обедом каждую из этих добавок. Вечером я стараюсь витамины или вообще добавки какие-то не кушать, потому что когда мы спим, не нужны какие-то добавки перед сном, потому что как раз во сне эти все добавки, съеденные за день, они и будут впитываться, все будут усваиваться вашим организмом. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно их в комментариях под этим видео. Так, в общем, мы сейчас собираемся пойти в парк соседний вместе с собачкой погулять, вместе с Димой, всех, в общем, заодно выгулять. И я с собой возьму такой небольшой перекус, 2 банана себе и Диме, БЦА тоже себе и Диме замешала, протеиновый коктейль это я себе замешала с глютамином. И также взяла бутылочку с водой, но это уже больше собачки. Наверное, ей еще немного корма возьму. Я просто не знаю, насколько мы идем конкретно, просто так прогуляемся. Но вот такой вот перекус обязательно буду с собой брать. Ее к ней цепляются и колючки, ее бесит. Да, видишь? Она просто в этой всей траве, смотри, она вся в траве. И ее чешет, видимо, эта трава, или что? Эма, ты куда ты? Она хочет домой. Эма у нас какая-то пугливая оказалась. Не знаю, прям чувствует, что хочется ей домой. Утки ее пугают. Не знаю, как эта травичка чешется ей в попку. Эма, ты что такая пугливая? Ты что такая пугливая? Ну что, ребят, мы уже пришли домой. Сейчас я буду готовить обед. Я сделаю себе пасту с креветками. Очень я, конечно, люблю креветки. Немножечко совсем обжарю их на сковороде. Добавлю, может быть, немного лимонного сока. И потом же, когда сварится вермишель, я ее тоже добавлю в сковороду. Все перемешаю. Вермишелька у меня, кстати, группового помола. Когда я обжарила креветки, я еще немножко добавила чесночка, немного соль, дальше я добавила паприку, затем уже добавила вермишельку и немного томатной пасты, буквально столовую ложку. Вот, в принципе, и все. Старайтесь как-то украшать вашу тарелку, не знаю, делать не просто какую-то кашу непонятной консистенции, а делать ваше блюдо красивым. Также я добавила к своей пасте вот такой вот салатик и сыр, который мне очень нравится, вот такой вот с чесночком, очень он душистый, прям вот то, что нужно к морепродуктам. Также у меня здесь дети морковок, в общем, бэби каротс, очень такие миленькие хрустящие морковочки. Псина мать беззубая.
Глупые маленькие зубоньки. Так, пришло время перекусика. И, наверное, я возьму себе йогурт. Я уже кушала его, показывала вам. Тоже еще в Огайо попробовала. Очень мне понравился этот йогурт. Действительно, покупаем иногда. И скушаю такой йогурт вместе с яблочком. Я купила недавно на днях тоже яблоки на фермерском рынке. И, боже, какие же они вкусные. Так что у меня будет йогурт и яблочко на перекус. Ну что ж, у нас ужин. Я себе поджарила здесь куриную грудку. И я ее скушаю вместе с салатиком и морковочкой. Не осталось здесь, я, наверное, ее всю доем. Сейчас я себе делаю довольно-таки легкие и однотипные ужины. Это в основном салат, вот как раз вот такой салат в виде зелени. Может быть еще плюс вот эти морковки. И обычно это или курица на гриле, или тунец. И вот это, наверное, последний раз, когда я делала курицу на гриле. Совсем скоро уже начинаю все варить, потому что жареное нужно уменьшать в моем рационе ближе к соревнованиям. И я, наверное, все буду варить. Хотя мне, конечно, очень не хочется это делать. Мне кажется, ничего хуже нет вареной куриной грудки. Если вы знаете, как вкусно сварить куриную грудку или вообще мясо любое, именно варить, напишите в комментариях ваши секреты. Пишите также ваши пожелания на следующие влоги правильного питания. Я их стараюсь снимать сейчас гораздо чаще, потому что у меня питание более такое сбалансированное стало, более продуманное. И это даже меня мотивирует как-то более-менее правильно питаться, следить за своим рационом, потому что я все для вас снимаю. Так что, если у вас есть какие-то идеи или пожелания для следующих влогов правильного питания, обязательно их оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!